В XIII веке берега Балтийского моря стали ареной ожесточенной борьбы. Христианские рыцари в белых плащах с черными крестами прибыли в языческую Пруссию с миссией обращения местных племен в новую веру. Так начался многолетний крестовый поход на восточных рубежах Европы. Появились эти рыцари и их орден в конце XII века, когда крестоносцы осаждали Акру. Тогда некоторые немецкие купцы из Бремена и Любека сформировали там братство для ухода за ранеными. После ее захвата это братство стало называть себя больницей Святой Марии немецкого дома в Иерусалиме. Папа Римский одобрил его, и оно приняло устав, подобный ордену госпитальеров. Больница разбогатела благодаря пожертвованиям, особенно от Генриха Шампанского. Орден получил и новые военные задачи. Во время Третьего крестового похода в марте 1198 года орден был возведен в статус рыцарского и получил устав тамплиеров. Папа Римский в 1205 году даровал тевтонским рыцарям право на ношение белого облачения с черным крестом. Тамплиеры ополчились против этого, но не смогли переубедить рыцарей немецкого ордена, и они стали носить белые плащи с черными крестами. Свое название Тевтонский орден получил от названия германского племени, которое первым стало известно в древнем мире. Орден был церковно напрямую связан с папой, и поэтому находился на равных с госпитальерами и тамплиерами. Члены ордена были связаны обетами бедности, целомудрия и послушания. Новый орден неизменно пользовался поддержкой немецкой знати и князей и быстро обрел владение в Святой Земле, а император и династия Штауфенов в целом передавали ему огромное политическое значение. В последующие десятилетия орден распространился по всей Священной Римской империи, поддерживаемый многочисленными фондами и пожертвованиями видных и богатых дворян. Верховный магистр Герман фон Зальца числился другом императора Фридриха II и одним из его лучших советников, но при этом встречал благосклонный прием и при папской курии. Он нередко мирил папу Римского с императором, причем во благо своему ордену. Крестовые походы в Иерусалим не могли иметь длительного политического успеха. Ручеек, который, отделившись от этого мощного потока, принял направление в Восточную Европу, попал на более благодатную почву. Перенос активности Пруссии представлял собой возможность сосредоточиться на менее затратных и более перспективных миссиях. Новые завоеванные территории Тевтонского ордена в Пруссии граничили с католическими странами, поэтому удержать территории Пруссии было легче. Первое европейское предприятие ордена стартовало в Венгрии в 1211 году, когда ее король Андрош II пригласил группу тевтонских рыцарей для защиты пограничной земли Трансильвании против половцев, колонизировав ее и обратив ее население в христианство. Затем ордену были предоставлены обширные права автономии, но требования рыцарей стали настолько чрезмерными, что в 1225 году они были изгнаны из Венгрии. Однако к тому времени открылась новая возможность. Герцог польской Мазовии Конрад нуждался в помощи против язычников пруссов. В это время в Польше уже действовали госпитальеры, а в Ливонии – меченосцы. И в вожделенных для немецкого ордена местах уже появились рыцари других орденов. Крестоносцы шли в Пруссию еще до появления там немецкого ордена. Пруссы жили в нижнем течении Вислы и в глазах немцев были дикарями. Чужеродный народ без письменности и летоисчисления, с языком, который одинаково не понимали ни германцы, ни славяне. Они имели традиции многоженства и подкидывания детей. Пруссы считались в целом воинственными, жестокими и отважными. Миссионерством среди пруссов занимались цистерцианские монахи. Папа Римский еще в 1212 году сделал попытку возложить на новообращенных пруссов мирские повинности, заставив их платить подати феодалам-христианам. В ответ они отрекались от новой веры и изгоняли миссионеров. В 1218 году папа запретил крестоносцам торгаться Пруссией и покорять язычников без позволения местного епископа. После отступления крестоносцев пруссы не только отвоевали прежде занятые ими земли, но и продвинулись дальше на юг. Под натиском пруссов успехи миссий пошли прахом. Их жертвой стала и сама Мазовия. Вот при этих обстоятельствах и обратился к немецкому ордену князь Конрад. Герман фон Зальца действовал осторожно, чтобы избежать повторения неудачи, как в Трансильвании. Он уже пользовался доверием императора Фридриха II, и тот подтвердил ордену право владения на земли, которые должны были быть отвоеваны у пруссов. Герман также добился привилегий от папы и учреждения государства Тевтонского ордена. В 1233 году тевтонские рыцари начали завоевание Пруссии, которое длилось около 50 лет. Непосредственная сила Тевтонского ордена в начале покорения Пруссии и соседних регионов Прибалтики
была незначительна. Свое могущество он приобрел, только овладев этими областями, но он и не встретил вначале и решительного отпора со стороны пруссов. Папство со своими буллами и проповедями о крестовых походах доставляли ордену такой значительный и постоянный приток сил, что он, в конце концов, осилил задачу, которая заставила бы истечь кровью императоров и королей, и перед которой в бессильном страхе отступила Польша. Рыцари прежде всего основали на Висле, в опустошенной польской пограничной области, сильную крепость Торн. Отсюда они двинулись вниз по течению Вислы. Достигнув Балтийского моря, они вступили в связь с приморскими городами Германии. В 1237 году Ливонский орден стал автономной частью Тевтонского ордена. В 1241 году тевтонцы поддержали католические страны в борьбе против монгольских войск хана Батыя. Например, в проигранной битве при Лигнице весь состав ордена, развернутый для защиты Силезии, был уничтожен. На 12-м году завоевания Пруссии разразилось первое большое восстание, которое продолжалось 11 лет. В союзе с герцогом Поморским пруссам удалось отвоевать свою землю, но замки ордена устояли. Папа встал на сторону ордена и обратился к герцогу Поморскому в резких выражениях. В конечном итоге восстание пруссов было подавлено. Окончательно пруссы были побеждены в 1285 году. Завоеванию этих земель немало способствовал поход чешского короля Оттокара II, в ходе которого был основан Кенигсберг. Война продолжалась в общем 53 года. Если суммировать силы, потраченные Германией, а отчасти Польшей и всей Западной Европой, на покорение обращения в христианство Пруссии, то по отношению к этой маленькой области они должны были показаться непомерно большими. Причиной этому было то, что орден вначале был слишком слаб, а средства к нему притекали лишь по каплям. Пруссы, несмотря на широко распространенное мнение, не были полностью уничтожены. Более того, их остатки в последующие столетия настолько основательно перемешались с прибывшими в страну колонистами, хотя опять же не совсем без насильственной помощи, что от их языка и истории совершенно ничего не осталось. Эти колонисты, энергично пригоняемые орденским государством, состояли не только из немцев, но также и славян-христиан, живших по соседству. Кашубы, мазуры, мазовы, да и поляки. Орден не был разборчив, поскольку по уставу монашеского ордена рыцари не могли заводить семей и производить наследников, то орден и создавал таким образом новый прусский христианский народ, такой, какой он хотел. Многие пруссы выстояли в нелегких условиях и впоследствии даже неплохо зажили под властью ордена. Наиболее обоснованные демографические данные таковы. Ко времени вторжения ордена прусское население составляло 170 тысяч, а на рубеже 15 века 140 тысяч человек. В начале 15 века орден упрекали в том, что он мешал истинной христианизации своих прусских подданных. Эти упреки, конечно, справедливы. Причина халатности – нехватка священников. В ордене были братья-священники, но их первейшей заботой были члены ордена. В качестве миссионеров в Пруссии преуспели немногочисленные доминиканцы. Священнослужителей не хватало, и значит, с другой стороны, сохранялись условия для язычества, которыми пользовались прежде всего несвободные прусские крестьяне. В это время Тевтонский орден еще сохранял присутствие на Святой Земле. В финальной битве при Акре принял участие значительный контингент тевтонских рыцарей. После нее был упразднен орден тамплиеров, по образу и подобию которого был некогда создан немецкий орден. Опасаясь, чтобы его не ожидала такая же судьба, верховный магистр перенес тогда место своей резиденции в Пруссию. После падения Акры он сначала пребывал в Венеции. В 1309 году орден стал управляться из Мариенбурга. Только тогда Пруссия стала подлинным центром ордена. Хотя орден отдал церкви 1/3 завоеванной территории и предоставил большую степень автономии недавно развивавшимся городам в этом районе, он легко стал доминирующей силой Пруссии. Он работал над развитием региона, строя замки, импортируя немецких крестьян для поселения в безлюдных районах, даруя значительные поместья немецкой и польской знати, ставшей его вассалами. Орден монополизировал прибыльную прусскую торговлю зерном, особенно после того, как папа разрешил рыцарям, ранее связанным обетом бедности, заниматься непосредственно торговой деятельностью. Государство ордена XIV века выглядело необычно современным. Здесь не было никаких феодалов, как в других местах. Устав ордена запрещал личную собственность. Каждый рыцарь ордена в определенной мере являлся государственным служащим. Пополнение ордена без особых усилий приходило из империи.
орден мог выбрать себе среди них наилучших. Тевтонское государство создало себе народ иммигрантов. Пруссия в XIV веке становится богатой, гораздо богаче, чем другие немецкие колонии. Здесь быстро росли города, например, Данциг и Кёнигсберг. На протяжении XIV-XV веков население страны все больше сливается, несмотря на разное происхождение. Возникает новая идентичность. Однако это, как вскоре оказалось, не пошло на пользу хозяевам страны. Чем в большей степени население, уже не одно поколение жившее в Пруссии, отождествляло себя со страной, тем более вызревало его сознание, тем большую враждебность конфликтных ситуаций вызывала неприходящая инородность коллективного хозяина страны. Почти все рыцари ордена пришли в Пруссию как чужаки. Чем больше преуспевали сословия, тем больше воспринимали они господство ордена как чуждое господство, ведь орден совершенно сознательно комплектуется из империи, а не из местной аристократии и патрициата. Они бросают завистливые взгляды на соседнюю Польшу, где аристократия все более могущественна, где королевство все больше превращается в республику аристократии. И когда орден в 15 веке вступил в длительную череду войн с Польшей и Литвой, он находит свои сословия, свой народ, сначала наполовину, а в конце полностью на стороне противника. В условиях внутреннего конфликта остро стал вопрос управления. Верховный магистр Тевтонского ордена весьма сильно зависел от воли собрания всех братьев ордена, в отличие от Бенедиктинского устава, согласно которому аббат являлся их всемогущим отцом. В этих условиях войны Тевтонского ордена с литовцами длились более столетия, с 1303 по 1410 год. Поскольку они категорически отвергали крещение, литовцы официально считались последними язычниками в Европе. Они отличались от пруссов тем, что были более открыты и поддерживали отношения со своими соседями, православными славянами. Литва постепенно превратилась в мощное великое княжество, присоединившее к себе значительные территории русских княжеств. Ежегодно в Пруссию прибывали гости немецкого ордена, правители и знать из Германии, Западной и Южной Европы. Путешествие в Пруссию и война с литвинами в XIV веке была до некоторой степени стандартным испытанием для рыцаря. Несмотря на это, орден достиг предела своих возможностей, ибо ежегодные крестовые походы ордена заканчивались ничем. Литовским союзником стала Польша. Она могла эффективнее, чем их языческие соседи, противостоять военной силе, оснащенной по последнему слову тогдашней техники. В течение всей войны с пруссами поляки были союзниками ордена. Тем не менее, в XIII веке тевтонские рыцари захватили поморский город Гданск, на который претендовала также Польша. Пока польское княжество, Куявия и Мазовия разорялись орденом, ядро польского королевства было укреплено Казимиром Великим. После него положение Польши упрочил династический брак польской королевы с литовским князем Ягайло в 1386 году, условием которого было принятие Ягайло западного христианства. Христианизация Литвы кардинально изменила ситуацию и устраняла необходимость войны с язычниками. То, к чему их безуспешно принуждал орден, неся войну, они совершали добровольно, во всяком случае без его участия. Тевтонцы настаивали на недействительности обращения литовцев. Но папские легаты стали очевидцами успехов в деле христианизации Литвы, и в их донесениях звучала удовлетворенность. Они требовали, чтобы орден заключил мир с Литвой, но война продолжалась. Позднее, в 1404 году, папа категорически запретил ордену вести войну с Литвой и с язычниками вообще. В 1410 году в Грюнвальдской битве объединенная польско-литовская армия нанесла решительное поражение ордену. На поле битвы пал не только его верховный магистр Юнгинген, но и почти вся правящая верхушка. Причиной поражения стало то, что тевтонцы оказались более слабой стороной и не имели даже сначала всей армии в сборе на поле боя. В кругах ордена утверждали, что имела место измена. Часть рыцарей, находившиеся в оппозиции к правлению ордена, бежали. Более позднее немецкое националистическое писание истории расценивает эти события как национальную катастрофу. В те времена так их никто не рассматривал. В 15 веке не думали в категориях национальностей. Немецкие подданные ордена воспринимали переход в более свободное польское вассальное подчинение гораздо больше как освобождение. Император и империя не вмешивались. В 1466 году Польша и Литва вернули свои земли на Балтике, а Тевтонский орден становится вассалом Польши. В 1525 году государство немецкого ордена Пруссии было превращено в светское государство, и последний верховный магистр ордена из рода Гогенцоллернов получил титул герцога, став вассалом короля польского. В 1526 году новый великий магистр поселился
германской Франконии. В 1561 году орден утратил и Ливонию. Со времен реформации орден был трехконфессиональным. Существовали католическая, лютеранская и смешанные общины. С конца XVI века великий магистр и немецкий магистр выбирались из ведущих семей католических государств, особенно из дома Габсбургов. Это делало орден все более и более инструментом их силовой политики. Он внес значительный вклад в борьбу Австрии с Османской империей. До и во время Второй мировой войны нацистская пропаганда и идеология часто использовали образы тевтонских рыцарей, поскольку нацисты стремились изобразить рыцарей как предвестников нацистских завоеваний жизненного пространства. Тем не менее, несмотря на эти ссылки, сам орден был упразднен в 1938 году, а его члены подвергались преследованиям со стороны немецких властей. Это произошло главным образом из-за убеждения Гитлера и Гиммлера в том, что католические военно-религиозные ордена были инструментами Святого Престола и как таковые представляли угрозу нацистскому режиму. Видоизмененный орден и поныне существует в Австрии, Германии и итальянском Южном Тироле, а в Нидерландах он стал евангелическим орденом. Не забудьте подписаться, пишите комментарии, ставьте лайки.